Топ-5 ТВС наушников из Китая с активным шумодавом, да еще и с aptX по приемлемой цене, по крайней мере с AliExpress, на канале Технозон на лето 2022 года. Так что поехали. Воу-воу-воу, привет, друзья! Мы на главной страничке моего канала. Здесь мы видим кнопку «Спонсировать». Нажмите, узнайте, какие плюшки для спонсоров мы готовим. А также хочу сказать, что все наушники, которые мы сегодня будем обсуждать, это один из топов наушников, которые у нас есть, будет, потому что мы их будем делать очень много. Нам сейчас идет еще больше наушников. И мы уже делали обзор на большое количество наушников. И мы решили как-то вот на нашем канале их структурировать. И в данном случае мы выпустим топ-5 из того, что мы уже делали, именно с aptX на платформе Qualcomm, конкретно из Китая, с шумодавщиком, с хорошей автономностью, с классным дизайном, да еще и с брендами неплохими, еще и по приемлемой цене. Короче, ссылки в описании под видео на проверенных продавцов, где мы их брали, на обзор этих самых наушников, ну и, конечно же, подписка и лайк приветствуются, нам будет приятно, вам будет полезно, много всего не пропустите, да еще и розыгрыши планируем возобновить уже с осени. По крайней мере, мы надеемся, что все так сложится, что мы наши крутейшие розыгрыши реально возобновим. Ну так что, теперь поехали. Пятое место, мы не будем затягивать резину. Пятое место мы начинаем с Ugreen TVS. Это HiTunes. Самые обыкновенные, самые простые. Мы делали на них обзорчик. И они недорогие. Это всего лишь $29.99 при доставке из Китая. Не смотрите на доставку. У меня здесь выбрана страна Пуэрто-Рико. Для каждой страны цена разная. Для каждой страны доставка разная, поэтому выбирайте ссылку в описании, там специально для вашей страны настроечка стоит. Что в этих наушниках классно? Первое, цена. Второе, конечно же, наличие aptX и Bluetooth 5.0. Да, не Bluetooth 5.2, потому что здесь платформа Qualcomm QCC 3020. Это чип QCC 3020. Здесь есть активный шумодав CVC 8.0. В принципе, как и во всех моделях, которые мы сегодня представим. И давайте немножечко рассмотрим, что они заявляют. Во-первых, это вот такой, знаете, компактный дизайн, который он более анатомический, вставляется в сам ухо, но это не разговорный вариант, скажу вам сразу. Собеседник вас слышит немножечко с отдалением, с отблесками эха. Я их использовал некоторое время, поэтому знаю, о чем говорю. Хотя для музыки, да, неплохо. Здесь есть двойной режим. Это, видите, они даже подчеркивают, супербас и сбалансированный. Здесь 5,8 мм динамический драйвер. Да, они небольшие, в принципе, с этим и связана их дешевизна, но при этом у них очень длинное время проигрывания, то есть 27 часов это вместе с зарядкой самого кейса вы можете использовать. Видите, QCC 3020. И знаете, что здесь есть? Ну, как они заявляют, HD аудио, конечно, в таких наушниках HD аудио можно опустить. Dual мод, это дуальный режим. Кстати, все наушники из этого топа, так как они все на Qualcomm практически, они все поддерживают дуальный режим. Не так, что наушник подключен, допустим, к смартфону, и к этому наушнику подключен второй наушник по цепочке. Нет, здесь дуальный режим, поэтому это абсолютно нормально. Теперь они делают упор на CVC 8 Noise Cancellation, это шумодав. И здесь вот самое интересное. Чем эти наушники интересны? Это 9 часов проигрывания на одном заряде, а с чарджинг кейсом 27. Это одни из самых, вот здесь вот из этого топа на Qualcomm, одни из самых живучих. Поэтому мы реально их рекомендуем как недорогие. Если... И, кстати, влаговодозащита IPX5 тоже присутствует. Сейчас я покажу вам характеристики. Конечно же, они сенсорные. И здесь у нас есть aptX, SBC и AAC. Есть пятый Bluetooth, A2DP профиль, AVRCP профиль, HFP и HSP. И здесь они уже говорят 10 часов. Сопротивление 10 Ом, плюс-минус 15%, и от 20 до 20 кГц. Неплохие. В комплекте обычно идут амбушюры, кабель зарядки, кейс и все. Самое все простое. На четвертом месте у нас Ace Fast с необычным дизайном, прозрачный кейс, полупрозрачные наушники, и стоят они $40. Подороже, но давайте будем честны. Во-первых, здесь уже Bluetooth 5.2, здесь есть aptX, здесь есть, конечно же, влаговодозащита, но давайте мы их обсудим. Это те из наушников, которые мне вообще очень сильно понравились. Первое, они мне понравились дизайном.
Здесь Qualcomm 3040 чип. Есть также CVC 8.0 шумодав активный. И смотрите, какой дизайнчик у нас, полупрозрачный кейс. Сами по себе наушнички, они очень эргономичные. У них IPX4 водозащита. И я вам скажу, это, ну знаете, как многие думают, что влага, водозащита IPX5, IPX4 это какой-то там, ну можно прямо их мыть. Нет, на самом деле это брызги, капли, дождь. Если IPX5, то еще и случайное попадание в воду достать, то им ничего не будет. IPX4 этого не предоставляет. Реальное стерео, как они говорят, это все красиво. Здесь немножечко из-за того, что вот у них дизайн, они, ну, знаете вопрос, они не доработали батарейку. Да, здесь 4 часа проигрывания от одной зарядки наушников, а вместе 20 часов вместе с чарджинг кейсом. Но здесь динамический драйвер большего размера, качество звука немножечко лучше, чем у предыдущих, давайте я вам сейчас покажу, чем у предыдущей модели, но и стоят они подороже. Ace Fast, советую посмотреть наш обзор, я прям был в восторге, именно мне понравился вот этот вот дизайнчик, и звучат они действительно очень неплохо, у них есть такой, знаете, басистый звук приятный. Вот что мне действительно понравилось, так это на третьем месте Tangim Echo, но, ребята, цена, конечно, взбудоражила умы, хотя для каждой страны можно попробовать посмотреть, возможно, для какой-то страны будет абсолютно другая цена. Сейчас попробую выбрать Украину, там, где я живу. Сейчас посмотрим. Нет, цена везде одинаковая. Они тоже имеют aptX, они на Qualcomm чипе 3040, но наушники реально прикольные. Во-первых, дизайн. Сам по себе дизайн, они анатомически садятся полностью в ухо, с таким вот, они вот именно такую форму вообще не выпадают. У них есть беспроводная зарядка, именно с этим связана их цена. 6 часов проигрывания от одного заряда самого наушника, плюс у них есть 42 часа, то есть здесь 42 часа общего заряда. То есть вы, короче, кинули их в кармашек и все, на 42 часа забыли. Конечно же, влаговодозащита IPX4, у них есть, ну как они заявляются, lossless sound, качество, встроенный DSP, вот так вот. Как-то они так вот красиво расписали, со встроенным DSP, прям lossless у них. Есть расширенный комплект амбушюр. Это однозначно большой плюс, потому что там есть более низкие амбушюры, более высокие и разные по диаметру. То есть не только там дали 3 разных по диаметру, нет, здесь их большое количество разных не только по диаметру, но и по вылету. Как я уже говорил, Qualcomm 3040 чип, Bluetooth 5.2. Если обратить внимание на дизайн, то дизайн, конечно, здесь реально крутой, с ангелочком, ну, они бросаются в глаза, то есть они такие, знаете, богатый дизайн. 32 Ома сопротивления, есть aptX Adaptive, ну, в принципе, от 20 до 20 тысяч килогерц, очень неплохие наушники, но, правда, тут нужно, конечно, понимать, что цена у них под соточку, это чересчур, у них тоже есть ENC Noise Cancellation, но знаете, в чем вопрос? У них это больше разговорные наушники, потому что ANC это активный noise, а ENC это environment, это окружающего звука noise cancelling. То есть здесь тоже нужно учитывать. То есть они особенные, они в таком вот среднячке с беспроводной зарядочкой, поэтому вот смотрим наш обзор. На втором месте у нас HiTunes X5 от Ugreen. Ну, в принципе, мы HiTunes уже в нашем топе увидели. И вы спросите, а почему не X6? Ведь есть X6, потому что в X6, например, ну там абсолютно нет aptX. А я здесь конкретно в этом топе обсуждаю конкретно наушники с aptX. Здесь бомбейший дизайн. Вы вообще этот дизайн видели? Советую посмотреть мой обзор. То есть там я показываю этот дизайн. Но здесь 10-миллиметровый драйвер. Опять же, тот же самый Qualcomm 3040. 5.2 Bluetooth. 4 микрофона для активного шумодава. 7 часов проигрывания только на одном заряде самого наушника. 28 вместе с кейсом. Есть водозащита IPX5 с профилями HSP, HFP, AVRCP от UDP. Ну, тут, в принципе, стандартно. И 400 мА вот этот вот charging кейс, который заряжает. Невероятные наушники. Мне настолько сильно понравилось. Мы в них даже играли, у них там с задержкой нормально, более-менее.
более-менее нормально, я вам скажу, как, ну, знаете, вообще ТВС наушники, задержка минимальная, игровые наушники, это вообще такое название, блин, атовизм, я бы сказал. И на первом месте у нас One More Color Buds. Некоторые из вас могут спросить, а что же насчет One More Evo? One More Evo мы еще потестируем, но на текущий момент, вот на август 2022 года, вот One More Color Buds меня прям поразили. Чтобы вы понимали, это Cat Eye Design, то есть дизайн глаз кота. Это не только его главные преимущества, у него есть 5.2 Bluetooth, aptX, Low Latency это низкая задержка, конечно же ANC это шумодав и не только. А вот теперь мы разберем, чем же эти наушники круче, чем все остальные. В данных наушниках есть индивидуальная настройка под слух вашего, под особенности вашего уха и вашего слуха. Объясню, что же произошло. Здесь использована технология Sound ID от SonarWorks. Это когда вам в наушниках предлагают проиграть определенные паттерны, определяют градации звука, которые вы слышите или не слышите в различных диапазонах частот, и настраивают эквалайзер наушников таким образом, чтобы вам было максимально комфортно слушать и максимально были различимы все частоты и все, грубо говоря, инструменты. Вот давайте простыми словами скажем. Меня эта технология, вот видите, даже здесь показывается, акцент делают под Sound ID, кастомизируй звук под свои особенности. То есть это настолько очень классно работает, и я прям подвис. Я когда, вы знаете, стандартные эквалайзеры слушаю, ну блин, вот что-то где-то глушит, где-то подглушивает. Когда настроил, я включил наушники, и прямо такой саунд вообще просто обалденный. Это действительно круто, и они стоят своих $70, которые там на текущий момент этой съемки. Вот видите, здесь даже есть приложение, вы загружаете приложение, делаете быстрый тест, получаете свой профиль и наслаждаетесь звуком. Видите, как они вот делают, даже показывают процесс настройки звука, это просто класснейшая тема. Плюс здесь у нас графеновая диафрагма на динамическом драйвере, и это тоже влияет на качество звука. Ну, как и aptX Adaptive, который обеспечивает вам минимальную задержку, и тоже все равно влияет на то же самое качество звука. Но здесь есть еще не только. Здесь есть звук, вернее пропуск звука, то есть Transparency Mode. Это сквозной звук, это когда вы в наушниках слышите окружающую среду. У нас есть, конечно же, шумодав, есть Dual Mode, но это уже, как я уже говорил, это стандартная фича, это когда не кольцевое подключение, а каждый наушник по отдельности. Ну и, конечно же, видите, как они CVC 8.0, ANC у них есть еще, вот очень-очень классно. Поставка, да, и беспроводная зарядка, конечно же, тоже показывал в своем обзоре. Я считаю, что если выбирать между Tangim Echo за 99 и вот этими Color Buds'ами, то Color Buds это просто-напросто намного круче, намного интереснее. У него есть влаговодозащита тоже по стандарту IPX5 и IPX5 или IPX4. Ну сейчас посмотрим, где там у нас. Waterproof. Не написали. Ну, будем считать, что IPX. Ну, сейчас посмотрим, где у нас там. Они пишут, тоже 32 Ома сопротивления, проигрывание без ANC 8 часов с одной зарядки наушника 24 вместе с кейсом. А если с ANC, то 6 часов и 18 часов зарядки с кейсом. Ребята, невероятные наушники. Наш топ-5 мы презентовали. Это конкретно топ-5 среди ТВС с aptX из Китая по версии Технозон. Вы можете предлагать свои варианты, мы будем их закупать и тестировать. Но если вам нравится то, что мы делаем, конечно же, ставим пальцы вверх, если нет пальцев вниз, обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.